Как только Господь стал преподавать, к Нему потекли ученики, и все только диву давались, когда видели, как Он учил. He defeated all kinds of scholars, yet because of his gentle behavior, none of them were unhappy. В спорах, касавшихся любого из текстов Писаний, Господь побеждал всех ученых мужей, но никто из них не огорчался от этого, так учтив был с ними Господь. As a teacher, he performed various kinds of pranks in his sporting pastimes in the water of the Ganges. Уже будучи учителем, Господь предавался различным забавам, купаясь в водах Ганги. It should be noted that our Lord was already married at this time. Также стоит отметить, что в это время Господь уже был женат. In Vedic culture, marriages were arranged very early. В ведической культуре браки устраивали еще, когда дети еще были. But it didn't mean that husband and wife would live together. They lived with their parents. Но хотя заключались браки, это не означало, что муж и жена жили уже вместе, они жили со своими родителями. But later on, then they would stay together when they were more grown up. И позже, когда они подрастали, тогда уже они начинали жить отдельно вместе, как муж и жена. Marriage was, not only between two people, but two families were involved. То есть браки заключались не просто между двумя людьми, в этом участвовали две семьи, то есть браки заключались между семьями таким образом. It was very kind of regulated and organized by the senior persons in the society. Таким образом, в обществе старшие члены общества, они регулировали вот эту деятельность и контролировали, устраивали браки. And divorce was not known. И о разводе даже никто не знал, что это такое. It's a very stable kind of social arrangement. И ситуация в обществе была очень стабильной. Not like nowadays, where unfortunately a lot of divorce. Не так, как сейчас, когда есть очень много разводов, к несчастью. So after some time, the Lord went to East Bengal, and wherever he went, he introduced the Sankirtan movement. Через некоторое время Господь отправился в Восточную Бенгалию. Куда бы он ни пришел, он везде начинал движение Санкиртана. One of the purposes of going to East Bengal was to also earn a livelihood to support his wife, to be his wife and future family. И одна из целей, также ради которой Господь отправился в Восточную Бенгалию, была в том, чтобы заработать необходимые средства для поддержания своей будущей жены, своей семьи. And also, of course, as mentioned, to spread the Sankirtan movement. И также, как здесь говорится, для того, чтобы распространять движение Санкиртана. Although that would have been in a somewhat low-key manner. Хотя это еще было как бы не настолько, это в тот момент это движение еще не было широко так развито. Lord was not openly preaching, but still it says here he did introduce the Sankirtan movement. Господь еще не начал широкую проповедь, но здесь говорится о том, что Он везде начинал движение Санкиртана. So, struck with wonder by the influence of Chaitanya Mahaprabhu, many hundreds of students came to the Lord and began studying under his direction. Пораженные мощью интеллекта Господа Чайтаньи Махапрабху, сотни учеников приходили к Нему, чтобы обучаться под Его началом. In East Bengal there was a Brahmin named Tapan Mishra who could not ascertain the objective of life or how to attain it. В то время в Восточной Бенгалии жил брахман по имени Тапан Мишра, который, как ни пытался, не мог понять, в чем цель жизни и как ее достичь. Комментарий. Прежде всего необходимо понять, в чем заключается цель жизни, а потом нужно понять, как достичь ее.
Движение сознания Кришны показывает всем, что цель жизни – познать Кришну. Чтобы достичь этой цели, человеку необходимо практиковать сознание Кришны, так, как тому учили Госвами, опиравшиеся на авторитетные шастры и веды. So we see throughout Srila Prabhupada's purports, he's stressing again and again, the goal of life is to know Krishna, to develop love of Krishna. И мы видим, что в своих комментариях Шрила Прабхупада снова и снова подчеркивает вот эту мысль о том, что цель жизни в том, чтобы постичь Кришну и знать, чтобы развить сознание Кришны. Through the Bhakti Yoga process. И сделать это можно с помощью метода бхакти-йоги. Very simple and straightforward process. Очень прямой и в то же время простой метод. But our tendency is to complicate life very much. Но у нас есть склонность очень сильно усложнять свою жизнь. In the next verse here, one of the main reasons for complicating one's life is explained. И в следующем стихе описывается одна из основных причин, почему люди усложняют свою жизнь. If one becomes a bookworm, reading many books and scriptures and hearing many commentaries and the instructions of many men, this will produce doubt within his heart. Если человек становится книжным червем, читая всевозможные книги и шастры, если он выслушивает множество толкований и поучений от разных людей, то это лишь порождает сомнения в его сердце. One cannot in this way ascertain a real goal of life. Таким образом невозможно понять цель жизни. So we have to be careful of hearing from too many different sources. Нам нужно быть осторожным. Если мы слушаем слишком много разных людей из разных источников. Rather stick to the straightforward process of Krishna consciousness. Нам нужно придерживаться прямого вот этого метода сознания Кришны. So the East Bengal is known nowadays as Bangladesh. И Восточная Бенгалия сейчас это то, что называется Бангладеш, это страна. Become a separate country. Сейчас это отдельная страна уже. So Prabhupada was, he was quite critical of this tendency to break down India into several countries. Шрила Прабхупада очень критически относился к вот этой тенденции разделения Индии на несколько стран. Previously, of course, Bengal was one. Да, раньше Бенгалия была едина, Part of India. и она была частью Индии. So Chaitanya Mahaprabhu, therefore, he could easily travel to the eastern side. И, естественно, поскольку это была одна страна, Господь Чайтанья легко мог путешествовать в эту восточную часть Бенгалии. Later on also, different acharyas like Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, they also traveled extensively throughout all of Bengal. И позже разные ачарьи, такие как Бхактивинода Тхакур и Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, они также очень много путешествовали по всей Бенгалии. Even Srila Prabhupada, when he was doing his pharmaceutical business, used to travel there. И даже Шрила Прабхупада, когда он занимался своим бизнесом фармацевтическим, он много ездил по Восточной Бенгалии тоже. The capital is called Dhaka. Столица Восточной Бенгалии называется Дака. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur lectured there for 3 months on the first verse of the Srimad Bhagavatam. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур читал там 3 месяца лекций по первому стиху Шримад Бхагаватам. And he also established Gaudiya Math there. И он также основал там храм Гаудия Матха. And before the partition of India into Pakistan, the project was not complete. Но до разделения Индии на Индию и Пакистан этот проект еще не был закончен.
the temple building itself was completed. То есть само здание храма было готово, его достроили. But that ingodium at the temple building is only for the deities, and there's some circumambulation path. Ну, то есть, как обычно в храмах Гаудиамат, то есть храм — это само здание для божеств, и там также есть возможность обходить божества. So that was complete and the deities were installed. То есть само здание вот для божеств было готово, и божества установили там. But the kirtan hall, which is known as Nat Mandir, it was not completed, partially constructed. Но вот этот зал для киртана, который называется Нат Мандир, он еще не был до конца построен, он только частично был Srila построен. Prabhupada knew about that, and actually he wanted to try to get that mandir into ISKCON's control. Шрила Прабхупада знал об этом, и он даже хотел как-то, чтобы этот мандир перешел под контроль ИСККОН. So that ISKCON could complete the construction. Чтобы ИСККОN мог завершить строительство этого храма. But some of Prabhupada's god brothers in Mayapur didn't agree. Но некоторые духовные братья Шрила Прабхупады в Майяпуре не согласились с этой идеей. So unfortunately ISKCON could get its own properties there, and Dhaka now has several temples. Но, к счастью, ИСККОН смог приобрести собственные здания там. В Даке теперь есть несколько храмов ИСККОН. There are also many holy places throughout East Bengal, Bangladesh, connected with the associates of Lord Chaitanya. Также в Восточной Бенгалии, в Бангладеш очень много святых мест, которые связаны с близкими спутниками Господа Чайтаньи. Birthplace of Rupa and Sanatana Goswami. В частности, там находится место рождения Рупы и Санатаны Госвами. Birthplace of Pundarik Vidyanidhi. Также место рождения Пундарика Видянитхи. Vasudeva Mukunda Datta. Васудевы и Мукунда Датты. Advaita Acharya. Место рождения Адвайта Ачарьи. Madhavendra Puri. Мадхавендра Пури. Mother Sachi. Маму Шачи. Jagannath Mishra. Джаганатха Миши. Murari Gupta. Мурари Гупты. Advaita, I mentioned that, Advaita Acharya. Адвайта Ачарьи, уже говорили. And Narottam Das Thakur. И также Нароттама Дас Тхакура. His guru Lokanath И Goswami. его гуру Локанатхи Даса Госвами. Haridas Thakur's birthplace. Также место рождения Харидаса Тхакура. So like that, many holy places. Там, в общем, очень много святых мест. Some of them are in the possession of ISKCON. И некоторые из этих мест сейчас находятся под управлением ИСККОН. There's a nice temple at the birthplace of Advaita Acharya, ISKCON temple. Есть очень хороший храм ИСККОН, месте явления Адвайта Ачарьи. It's on the banks of a very beautiful, fresh river. Там он находится на берегу очень хорошей, красивой и такой чистой, свежей реки. And also birthplace of Rupa Sanatana. И также место явления Рупы и Санатаны, Pundarik Vidyanidhi. и Пундарика Видянитхи, Mukunda Vasudeva Datta. Мукунда и Васудева. So if you get a chance to visit, Так что, если у вас будет возможность посетить Бангладеш, поезжайте в эти места. spiritually inspiring to visit the holy places. Это очень духовно вдохновляет посещать вот эти духовные места, святые And of места. course here Tapan Mishra also from there. И вот здесь говорится о Тапан Мишре, который тоже оттуда родом. So since he was bewildered, he was fortunate. In a dream, a Brahmin told him to go and see Nimai Pandit Chaitanya Mahaprabhu. Поскольку он был сбит с толку и не знал, что ему делать, во сне ему явился один брахман и сказал, что тебе нужно пойти к Нимай Пандиту, Чайтанью. So he took shelter of the Lord's lotus feet and described the dream to the Lord. И он принял прибежище у лотосных стоп Господа и рассказал ему о своем сне. The Lord instructed him about the object of life and the process for attaining it. И Господь поведал ему о цели жизни и о том, как достичь ее. He instructed him that the basic principle of success is to chant the holy name of the Lord. Он сказал ему, что главным средством достижения успеха является повторение святого имени Господа.
Tapan Mishra desired to live with the Lord in Navadvip, but the Lord asked him to go to Varanasi. Тапан Миша хотел жить вместе с Господом в Навадвипе, но Господь велел ему поселиться в Бенаресе, Варанаси. And the Lord assured him that they would meet again there. И Господь заверил Тапан Мишу, что придет день, когда они снова там встретятся. Receiving this order, Tapan Mishra went there. Получив этот приказ Господа, Тапан Миша отправился туда. I cannot understand the inconceivable pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, for although Tapan Mishra wanted to live with him in Navadvip, the Lord advised him to go to Varanasi. Не в моих силах постичь непостижимые игры Господа Чайтаньи Махапрабху. Кто поймет, почему Господь направил Тапан Мишу в Варанаси, несмотря на то, что тот хотел жить рядом с ним в Навадвипе. Varanasi, of course, is a place of Mayavadis. So many Mayavadi sannyasis live there. Варанаси это место, где очень много майявади, там огромное количество саньяси майявади живет. So this seemed like a strange instruction. И поэтому вот это наставление казалось очень странным, отправиться в Варанаси. Also, Lord Chaitanya was a householder at that time, and there was no indication that he would take sannyas. И также в то время Господь Чайтанья, он был семейным человеком, и ничто не указывало на то, что он вообще собирается принять саньясу. But of course, the Lord is Trikalagya. He knows past, present, and future. Ну, конечно, поскольку Господь Трикалагья, он знает все прошлое, настоящее и будущее. So he knew that in the future he would take sannyas and he would go to Vrindavan and he would stop in Varanasi. И, конечно, он знал, что он примет в будущем саньясу и отправится во Вриндаван, и по дороге во Вриндаван он остановится в Варанаси. And sure enough, he went, and when he stayed in Varanasi, he stayed with two devotees, Tapan Mishra and Chandrasekhar. И потом он отправился в Варанаси, и он остановился как раз, он жил у двух преданных, у Тапан Миши и Чандрашекхара. They would arrange his meals. И они готовили для него обеды. And they also arranged for him to meet the Mayavadi sannyasis headed by Prakashananda Saraswati. Именно они также устроили встречу Господа Чайтаньи с этими саньяси Майявади, которых возглавлял Пракашананда Сарасвати. And Lord Chaitanya was able to defeat Prakashananda in debate. И Господь Чайтанья одержал верх в этом дебате, верх над Пракашанандой Сарасвати. So this was a very important event, very important teachings of the Lord. И вот это событие, эти наставления Господа Чайтаньи, они очень важны. Это очень важное было событие тоже. And prior to publishing Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada published the book Teachings of Lord Chaitanya. До того, как Шрила Прабхупада издал Чайтанья Чаритамриту, он сначала выпустил книгу «Учение Господа Чайтаньи». And that book summarizes the most important philosophical instructions given by Lord Chaitanya. И в этой книге содержатся все самые важные философские наставления, которые дал Господь Чайтанья. There are instruction to 5 learned persons. Там описано наставления 5 ученым людям. And 2 of those conversations took place in Varanasi. И вот 2 эти беседы, которые описаны там, они как раз произошли в Варанаси. Instruction to Prakashananda and instructions to Sanatana Goswami. Там, то есть это наставление Пракашананде и наставление Санатане Госвами. And in Prayag, which is not far from Varanasi, there are instructions to Srila Rupa Goswami. А в Праяге, который тоже недалеко от Варанаси находится, Господь Чайтанья дал наставление Шри Рупе Госвами. Then there are instructions to Sarvabhauma Bhattacharya, which were given in Puri. Также там описаны наставления Сарвабхауме Бхаттачарьи, которые Господь дал в Пури. And instruction to Ramananda Roy, which were given in South India on the banks of the river Godavari. И также там описаны наставления Рамананды Рая, которые были даны
в Южной Индии на берегу Годавари. In this way, Chaitanya Mahaprabhu contributed the greatest benefit to the people of East Bengal by initiating them into Harinam, the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, and making them learned scholars by educating them. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху одарил людей Восточной Бенгалии величайшим благом, посвятив их в Харинаму, повторение Харе Кришна Махамантры, и своими наставлениями превратил их в ученых людей. So, this was what Lord Chaitanya did throughout his pastimes in this world. И это как раз то, что делал Господь Чайтанья во время своих игр в этом мире. And Srila Prabhupada has founded ISKCON to continue the same work. И Шрила Прабхупада основал ИСККОН для того, чтобы продолжать эту же деятельность. Here Prabhupada says, since the Lord wanted this cult preached all over the world, the International Society for Krishna Consciousness is acting in a humble way so that the vision of Sri Chaitanya Mahaprabhu may be fulfilled all over the world, especially in the Western countries. Здесь Прабхупада говорит, что Господь Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы его учение распространялось по всему миру, и поэтому Международное общество сознания Кришны смиренно прилагает усилия, чтобы пророчество Шри Чайтаньи Махапрабху сбылось, и его религия распространилась по всем мире, особенно в странах Запада. So because the Lord was engaged in various ways in preaching work in East Bengal, his wife Lakshmi Devi was very unhappy at home in separation from her husband. Пока Господь проповедовал в Восточной Бенгалии, его жена Лакшми Деви горевала дома, тоскуя в разлуке с ним. The snake of separation bit Lakshmi Devi and its poison caused her death. Змея разлуки ужалила Лакшми Деви, и яд этой змеи привел ее к смерти. She went back home to Godhead. Так она вернулась домой к Богу. The Lord, when he knew about this, he returned home to comfort his mother Sachi Devi. А когда Господь узнал об этом, он вернулся домой, чтобы утешить свою мать Сачи Деви. He brought much wealth and many followers with him. Он принес с собой большое богатство и пришел окруженный множеством последователей. And spoke transcendental knowledge to Sachi Devi to relieve her from the grief. И для того, чтобы утешить скорбевшую Сачи Деви, он поведал ей духовное знание. After coming home, the Lord began educating others. Вернувшись домой, Господь продолжил обучать других. Then he married Vishnu Priya. После он женился на Вишну-прии. And conquered the great champion of learning, Digvijay, Keshav Kashmiri. Также он одержал победу над великим ученым Дигвиджаем Кешава Кашмири. So this Keshav Kashmiri was renowned throughout India. Этот Кешава Кашмири был известен по всей Индии. He would go and debate with other scholars and defeat them. Он путешествовал по всей Индии, вступая в споры со всеми учеными и побеждал их. And the system was, if the scholar was defeated in debate, he would accept the other person as his spiritual master. И система была такая, что если какой-то ученый побеждал другого ученого в дебате, то тот принимал его как своего духовного учителя. So like that, he had many followers. Таким образом, у него появилось очень множество последователей. And he came to Navadip because it was a famous center of learning. И он пришел в Навадвипу, поскольку Навадвипа была известным таким центром образования. The scholars there were a bit fearful. И ученые в Навадвипе, они перепугались. So they recommended him to meet with Nimai Pandit. Поэтому они посоветовали Дигвиджаю, чтобы он встретился с Нимаем Пандитом. Because they thought if Nimai Pandit is not successful, at least we can say he's just a boy, just a young person from our community. Они подумали, что если Нимай Пандиту не удастся победить в споре, то мы можем сказать, ну, что он просто мальчик, еще юноша из нашей общины, что такого есть. At least we'll have opportunity to, see this Keshav Kashmiri in action.
по крайней мере, мы увидим, что это за Кешава в Кашмире, мы в деле увидим, каков он. And if Nimai Pandit defeats him, we won't have to bother. А если Нимай Пандит его победит, то нам вообще не придется напрягаться. You've been defeated by a mere boy from our city. Просто простой мальчик из нашего города тебя победил. So, Keshav Kashmiri met Nimai Pandit on the banks of the mother Ganga on the full moon night. И однажды вечером, в день полнолуния, Кешава Кашмири повстречался с Господом Чайтаньей на берегу The Ганги. Lord received him with great respect. И Господь принял его с большим почтением. But this Keshav Kashmiri was very puffed up. Но Кешава Кашмири был очень гордый. I heard that, you're a good teacher of, beginner's grammar. Он сказал, Господь Чайтанья, я слышал, что ты хороший учитель начальной грамматики. Just a boy's grammar. То есть такой грамматики для детей. And that your students are very expert in their jugglery of grammar. И я слышал, что твои ученики опытные в этой грамматике. But the Lord said, well, yes, I'm known as a grammar teacher, but actually I'm not very expert and my students don't understand me very well. И Господь Чайтанья сказал, да, говорят, меня называют учителем грамматики, но на самом деле я не очень хорошо могу объяснить грамматику своим ученикам. Whereas you are famous as a great learned scholar. Но ты же известен как великий ученый. You're very experienced in composing poetry. Ты очень известный, ты очень опытен в стихосложении. I am only a boy, a new student, and nothing more. Я еще только мальчик, новичок и ничего более. So this was Chaitanya Mahaprabhu's, style of debating or discussing with learned persons. Таким образом, Господь Чайтанья, это был его стиль, так он беседовал с учеными людьми. Like with Sarvabhauma, he took a very humble position, asked him to explain Vedanta Sutra. Как с Сарвабхаумой тоже он занял очень смиренное положение и попросил, чтобы Сарвабхаума объяснил ему Веданту Сутру. But then after Sarvabhauma spoke for days, he asked, do you understand? And Lord Chaitanya said, actually, Vedanta Sutra it is clear, just like the sunlight, but your explanation are like clouds. И после того, как Сарвабхаума Бхаттачарья в течение нескольких дней объяснял Веданта Сутру, он спросил Господа Чайтанью, ты понимаешь мои объяснения? И Господь Чайтанья сказал, на самом деле Веданта Сутра ясна, как солнце, а твои объяснения, они подобны облакам, которые скрывают это солнце. So Sarvabhauma said, if you know so much, then you explain. Сарвабхаума сказал, ну если ты так много знаешь, тогда, может быть, ты объяснишь Веданту. So then Lord Chaitanya explained and defeated Sarvabhauma, and Sarvabhauma became his disciple. Тогда Господь Чайтанья объяснил Веданту Сутру и победил, полностью разбил все аргументы Сарвабхаумы, и Сарвабхаума стал его учеником. When Lord Chaitanya met Prakashananda and the Mayavadi sannyasi, they were all sitting on an elevated platform. Когда Господь Чайтанья встретился с Прабхавишной и другими саньяси Майявади, они все сидели на возвышении. Lord Chaitanya sat down on the floor near where the shoes are kept. И Господь Чайтанья сел там на пол в углу, где оставляли обувь. Very humble. Он занял очень смиренное положение. And then he was already a sannyasi. Но он в то время уже был саньяси. So they asked him, please come and sit with us. И они попросили его, пожалуйста, сядь вместе с нами. So then there was some discussion, and Lord Chaitanya defeated, and they all became his followers. Затем также состоялась беседа между ними. Господь Чайтанья победил их, разбил все их аргументы, и они также стали все его учениками. When Lord Chaitanya met Ramananda Roy, he took the position of student and asked him many questions. Когда Господь Чайтанья повстречался с Раманандой Роем, он также занял положение ученика и задавал множество вопросов But in Рамананде that Рою. case, Ramananda Roy was a great devotee. Но это другой был случай, поскольку Рамананда Рой был
был великий преданный. But by questioning him, Lord Chaitanya inspired him to speak so many wonderful things about Krishna Но consciousness. задавая ему вопрос, Господь Чайтанья вдохновил его рассказывать очень много удивительных сакральных вещей о сознании Кришны. But anyway, that was his style. He would take the humble position and not take a very proud position when he would go into debate. То есть таков был стиль Господа Чайтаньи. Он вначале, когда вступал с кем-то в какую-то беседу и в спор, он занимал очень смиренное положение, он с самого начала не представлял себя как. So he said, "You're a famous poet. Let us hear your skill, and please mercifully describe the glories of Mother Ganga in poetry." И Господь Чайтанья сказал Кешава Кашмире: ты великий ученый, и ты славишься своим поэтическим мастерством. Будь милостив и позволь нам услышать, как ты бы воспел мать Гангу. So Keshav Kashmir heard this and became even more puffed up. Услышав это, Кешава Кашмир еще больше возгордился. And within 1 hour he composed 100 verses describing Mother Ganga. И за 1 час он сочинил 100 стихов во славу матери Ганги. The Lord praised him, saying, "Sir, there's no greater poet than you in the entire world." Господь похвалил его, сказав: в целом мире нет лучшего поэта, чем вы. Your poetry is so difficult that no one can understand it but you and Mother Saraswati, the goddess of learning. Он сказал: твои стихи настолько трудны для понимания, что постичь их можешь только ты и богиня учености Сарасвати. But if you can explain the meaning of one verse, we can all hear it from your own mouth and be very happy. Но если ты объяснишь нам один из своих стихов, то это порадует всех нас. So Keshav Kashmiri asked, which verse you want to hear? И Кешава Кашмири спросил, какой стих ты хотел бы услышать. The Lord recited one of the verses. И Господь Чайтанья процитировал один из его стихов. This verse is quoted here. Здесь он цитируется. Number 41. Нет. 41 стих. Read the translation. Вечно блистает неувядающая слава матери Ганги, которая благословлена тем, что течет от лотосных стоп Шри Вишну, личности Бога. Она вторая богиня процветания, и потому ей поклоняются как люди, так и полубоги. Сокровищница всех чудесных качеств, она благоденствует, пребывая на темени Господа Вишну. So Keshav Kashmiri was astonished how he could remember, by heart one verse. И Кешава Кашмири был поражен, как Господь Чайтанья запомнил этот стих наизусть. Lord replied, by the grace of the Lord, someone may become a great poet, and similarly, by the grace of the Lord, someone may become a great Shrutidara who can memorize anything immediately. Господь ответил, что по милости Господа кто-то может стать великим поэтом, а кто-то может стать великим Шрутидхарой, который может сразу запоминать все наизусть. Then Keshav Kashmiri explained the verse. И Кешава Кашмири стал объяснять этот стих. Then the Lord said, now kindly explain the special qualities and faults in this verse. Тогда Господь Чайтанья сказал: теперь, пожалуйста, опиши, какие у этого стиха есть достоинства и какие недостатки. Keshav Kashmiri replied, there is no fault in this verse. И Кешава Кашмири ответил: в этом стихе нет никаких недостатков. Rather, it has all good qualities. Только одни достоинства. The Lord said, my dear sir, I may say something to you if you do not become angry. Тогда Господь сказал: о, господин, я могу тебе кое-что сказать, если ты не разозлишься. Can you explain the faults in this verse? Мог бы ты описать недостатки в этом стихе? No doubt your poetry is wonderful, yet if we study carefully, we can find both good qualities and faults. Господь сказал: несомненно, твои стихи, твоя поэма удивительна, но если мы тщательно рассмотрим ее, то мы увидим в ней и достоинства, и недостатки. The Lord concluded, now therefore let us scrutinize this verse. Поэтому Господь сказал: давай разберем этот стих. But the scholar said, this is perfect poetry. И он сказал: но это совершенный стих. You are an ordinary student of grammar.
Ты просто обычный ученик, изучающий грамматику. You cannot review this poetry because you don't know anything about it. Ты не можешь разбирать этот стих, эту поэзию, ты же ничего не знаешь. Taking humble position, Chaitanya Mahaprabhu said, because I am not on your level, I have asked you to teach me by explaining the faults and the good qualities. Заняв смиренное положение, Господь Чайтанья сказал, поскольку я не нахожусь на этом уровне, я поэтому и прошу тебя преподать мне урок и объяснить мне все достоинства и недостатки этого стиха. I haven't studied the art of literary embellishment, but I've heard from higher circles, and therefore I can review this verse and find faults and good qualities. Я, конечно, не знаю в совершенстве поэтическое искусство, но я слышал от великих ученых об этом, и поэтому я могу разобрать этот стих и выявить So the poet said, all right, you explain. достоинства и недостатки. И тогда поэт сказал, хорошо, объясни мне. Then the Lord said, please let me speak. Please do not become angry. И Господь сказал, пожалуйста, позволь мне сказать, но не злись на меня. Then he gave very detailed analysis, И Господь Чайтанья привел очень подробный анализ его стиха. explaining 5 faults and 5 literary ornaments. Он написал 5 недостатков и 5 достоинств, 5 поэтических украшений. One fault especially which he pointed out was that the poet mentions the husband of the wife of Lord Shiva. И также Господь особенно отметил вот такой недостаток, что в стихе говорится муж жены Lord Shiva. Муж жены Господа Шивы. So, такой был недостаток в стихе. if she's the wife of Lord Shiva, why you have to mention that she has a husband? Если она уже жена Шивы, зачем отмечать особенно, что у нее есть муж? Like it seems like she has another husband. Получается из этого стиха, как будто у нее еще какой-то муж есть. No need to mention that. То есть нет необходимости было That's one of the это слово использовать. Anyway, he pointed out many faults and then he pointed out many good qualities. И так он указал на все вот эти недостатки стиха и также прославил его достоинства. And the poet was astonished. И поэт был потрясен. He was wondering why Mother Saraswati has allowed me to be defeated by this small boy. И он стал думать, почему же богиня Сарасвати позволила этому юноше одержать надо мной верх. And in the evening he prayed to Mother Saraswati. И вечером он стал молиться богине Сарасвати. But Mother Saraswati replied, actually, this Chaitanya Mahaprabhu is my husband. И богиня Сарасвати ответила ему, на самом деле это Чайтанья Махапрабху, это мой муж. And he is the Supreme Lord. Он Верховный Господь. And you should surrender to his lotus feet. И ты должен предаться его лотосным стопам. So in this way, the poet became very humble and he came and surrendered at the lotus feet of Таким Sri Chaitanya образом, Mahaprabhu. этот поэт стал очень смиренным и припал к стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. So this is a very nice pastime of the Lord, И это очень замечательная лила Господа, showing how he was very expert and very powerful in debate. И эта история показывает, насколько сильным Господь Чайтанья был в этих спорах, насколько он могущественный. And how many learned persons became his followers and disciples. Проповедовал, и как множество ученых людей стали его последователями и учениками. So, Hare Krishna. Hare Krishna. It's quite late. Уже довольно поздно.